Здравствуйте, Скорпионы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака Зодиака. Расклад на следующую неделю. Неделя с 2 февраля по 8 февраля. Давайте посмотрим, что же вам готовит предстоящая неделя, какие вам карты сегодня выпадут, что интересного вас ждет. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не персональный, не личный. Надеюсь, большинству из вас такое видео подойдет. Можете написать в комментариях ваши отзывы, поставить лайк, если видео вам нравится, а также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны на мой YouTube канал. Расклад сегодня я делаю по дням недели, то есть на каждый день недели мы достанем по одной карте для вас, скорпиончики, начиная со 2, соответственно, февраля и заканчивая 8 февраля. То есть посмотрим, какие карты и в каких сочетаниях из этих двух колод выпадут вам на каждый день недели. Постараемся в этих сочетаниях с вами разобраться. Итак, давайте посмотрим. Начнем мы с понедельника. Я еще разочек вот так вот ее перепострою. Скорпионы. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Начало недели у вас по карте Луна может быть таким, знаете, немножечко сумрачным, непонятным, наполненным каких-то тайн и секретов, когда вы не знаете, чего ждать, соответственно, от этой недели как таковой. По королю жезлов здесь может быть какая-то тайна, связанная с таким огненным знаком зодиака. Это лев, овен или стрелец. Также здесь могут быть какие-то ваши планы, которые вы хотите реализовать, да, мечты, которые хотите реализовать касаемо вашей работы, вашей карьеры, чего-то, на что вы настроены решительно действовать. Но при этом здесь же опять-таки по Луне могут быть ситуации, где вы сталкиваетесь с чем-то неожиданным, какими-то подводными камнями в вашей работе, если король жезлов здесь о работе. И, соответственно, все может быть не так гладко в понедельник. Дальше идет туз пентаклей, карта хорошей прибыли, возможно, денег, которые к вам приходят здесь. И в целом ощущение такого процветания и радости от материального благополучия, которое у вас есть. Возможно, здесь какие-то личные ваши достижения происходят, да, и вы гордитесь чем-то, что вы сделали, чего вы достигли, и получаете похвалу от другого человека. Восьмерка пентаклей здесь опять-таки делает акцент на пентаклях, на деньгах, на заработке, на возможности успешно заработать деньги на каком-то своем бизнесе, своем ремесле, возможно, на вашей работе и успешной занятости, которую вы здесь выполняете. Карта четверка кубков, карта небольшого уныния, разочарования, которое есть в среду. Возможно, вы здесь находитесь в состоянии обиды на кого-то, возможно, вы здесь не принимаете какое-то предложение, которое вам выпадает, потому что сомневаетесь в нем, думаете, что оно не для вас, может быть, оно как будто вам не подходит. Но вот восьмерка жезлов говорит о том, что события проходят максимально быстро и динамично. Если вам здесь предлагается какая-то возможность, я думаю, что ее, скорее всего, следует принять, ее стоит воспользоваться. Четверка кубков здесь показывает, что вы можете пропустить какую-то хорошую возможность, которая может промчаться мимо вас, да, поэтому восьмерка жезлов. Постарайтесь здесь выбрать и принять такое разумное решение, сделать правильный выбор в этот день. Следующая карта, карта десятка жезлов. Здесь по десятке жезлов может быть ощущение усталости и перегруженности. Но вы стараетесь по рыцарю пентаклей взваливать на себя этот груз обязательств, возможно, и терпеливо выполнять какие-то задачи, определенную работу. То есть вы здесь по рыцарю пентаклей надежны, вы здесь выполняете какие-то, опять-таки, вещи, может быть, вашу какую-то работу надежно и вызываете этим у окружающих восхищение, но вы можете перегрузить себя здесь. То есть нужно все-таки быть осторожнее, нужно больше, возможно, стараться отдыхать, потому что выносливость выносливостью, но здесь вы можете почувствовать какую-то усталость от этой нагрузки. Также по рыцарю пентаклей здесь может быть еще и какая-то поездка, да, где вы собираетесь куда-то едете, чуть ли не тянете на себе какие-то вещи, куда-то едете. Может быть и невозможность нормально поговорить, и груз от непонимания другого человека, может быть земного знака зодиака, это девы, тельцы или козероги. Дальше карта семерка мечей, карта
по 7 мечей, возможно, хитрости, с которой вы сталкиваетесь. Нужно быть в целом осторожнее или какого-то провала в, может быть, финансовых вопросах. Здесь может быть по королю Пентаклей ситуация, где все не так, как вам казалось, касаемо денег. Возможно, касаемо вашего заработка или в отношениях с человеком земного знака зодиака. Это девы, тельцы или козероги. Здесь может быть ситуация какого-то предательства, нечестности, неправды со стороны такого человека. То есть нужно быть в целом осторожнее. Если какие-то вложения денег здесь должны происходить, то опять-таки нужно их делать очень и очень осторожно, то есть нужно все внимательно читать, проверять по несколько раз перед тем, как во что-то вкладываться. Далее идет королева жезлов, карта огненной стихии, возможно, общение с человеком знака Лев, Овен или Стрелец, здесь же и земной знак, то есть девы, тельцы, козероги выпадают. Да, здесь может быть и ситуация, где вы с таким человеком общаетесь, может быть, получаете от него что-то, потому что Паш Пентаклей, он, по сути, приносит материальное, да, приносит какую-то денежку или какой-то подарок. Может быть, здесь у кого-то работа ваша приносит вам доход, приносит деньги. Также вы здесь по пажу Пентаклей можете какой-то хороший шанс получить касаемо работы. Или приложив определенные усилия, усердие в чем-то, можете добиться успеха, да, благодаря вашей, опять-таки, целеустремленности, трудоспособию. Вы готовы дальше развиваться и учиться чему-то, чтобы, может быть лучше в каких-то своих профессиональных качествах. Странно, почему суббота, да, здесь такие карты выпали. Ну, может быть, здесь, правда, кто-то к вам просто в гости приходит тоже. И, вот такие карты. Хоть вы не огненный знак зодиака. Дальше идет рыцарь Пентаклей, земной знак. Возможно, опять-таки, да, акцент на дев, тельцов или козерогов. Ну и в целом такая вот спокойная обстановка, карта Солнца, карта Льва, да, может быть, общение с такими людьми, здесь будут как-то для вас такие люди важны, но вот по рыцарю Пентаклей вы верите в удачу, да, и вы верите в успех в вашей жизни, вы очень счастливы, очень оптимистичны, вы здесь считаете, что вы очень четко видите свое будущее, знаете, к чему вы движетесь, что вы должны для этого делать, то есть здесь такое вот спокойствие касаемо этого рыцаря Пентаклей, да, то есть вы не переживаете, потому что ваше будущее ясно вам и понятно по Солнцу, то есть здесь очень рады вы каким-то событиям, может быть, каким-то событиям, которые ожидаемо происходят здесь в воскресенье, какие-то ожидаемые встречи, ожидаемые визиты, ожидаемые поездки, которые вас очень радуют, ожидаемое общение. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!